coronavirus outbreak, which the World Health Organization has now declared a global health emergency. 2 новых случая заражения коронавирусом выявили в Кемерове. Общее число инфицированных в России 47 человек. COVID-19 в Казахстане достигло 584 человек. «69 новых случаев заражения. В Кыргызстане коронавирусом инфицированы 216 человек. Выздоровели 10, 4 умерли. Сейчас к выписке готовятся... Какой ужас. Что вообще происходит? Я думал, что этого у нас не случится. Новый коронавирус COVID-19 появился в Китае, в городе Ухань. В середине декабря 2019 года органы здравоохранения Уханя зафиксировали первые случаи пневмонии неизвестного происхождения, после чего была поднята тревога о возникновении новой, до сих пор неизвестной болезни. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 4 месяца спустя по всему миру было зарегистрировано более 4 миллионов случаев, из них почти 283 тысячи привели к летальному исходу. В новостях на информационном сайте elconfidencial.com сообщалось, что почти 50% населения планеты находится в изоляции. Более 40 стран ввели обязательный карантин, в некоторых районах на 2 недели, в результате чего в мире число людей, изолированных от общества, составило почти 3 миллиарда человек. Меня зовут Сергей, и я живу в Кыргызстане. Я занимаюсь разработкой видеоигр. Вначале, после введения карантина, я пытался отвлечь себя разными способами. Делал упражнения, разучивал новые мелодии на укулеле, занимался испанским языком, готовил блюда по новым рецептам, фотографировал Юлию. Прошло 37 дней, как в Бишкеке ввели карантин. Ситуация дома с каждым днем все становилась хуже и хуже. Я не буду обманывать, я волновался. Мой повседневный распорядок превратился в дурдом. Мы доедали последние продукты, которые купили в супермаркете, ели нездоровую пищу. А чтение новостей каждый день заставляло меня думать, что этому вообще не будет конца. Я был сонным, потому что не мог уснуть ночью. В течение дня я чувствовал себя уставшим. И было такое ощущение, словно я оказался в ловушке в замкнутом пространстве. Мы постоянно каждый день смотрели фильмы и сериалы и фильмы. Эта ситуация приводила меня в отчаяние. Так тяжело было находиться вдалеке от друзей и родителей. Мне было скучно, страшно. Я ощущал безысходность и депрессию. Мне так хотелось кричать. Я терял себя. Но я не мог позволить себе, чтобы мои дни и дальше так проходили. Мне нужно было найти выход и справиться с этой ситуацией. Было что-то, что я мог сделать. Many of you watching this are now at home to protect your health and that of those nearest you. But there is much you can do to stay healthy at home, like eating a healthy and nutritious diet, avoiding sugary drinks, not smoking, and being physically active. Take a walk if you can go outside. Do an online workout. Это было именно то, что я искал. В сообщении Всемирной организации здравоохранения говорилось о ключевом факторе – иммунная система. И с этого момента я начал искать больше информации о том, как укрепить свою иммунную систему. И несмотря на то, что сейчас часть стран, включая Кыргызстан, вернулись к обычному ритму жизни, естественно, соблюдая какие-то установленные правительством меры безопасности, шокирующим фактом является то, что вирус до сих пор присутствует. Он все еще в нашей окружающей среде. И я связался с местными врачами, чтобы узнать, как я могу укрепить свою иммунную систему. Здравствуйте, доктор. Спасибо, что согласились на это интервью. Я бы хотел узнать,
больше об иммунной системе. Что это такое и как я могу улучшить ее? Ну, иммунная система – это у человека, когда есть те силы, которые готовы бороться с болезнью. Любая инфекция, в том числе коронавирусная инфекция, она формирует в нашем организме хороший иммунный ответ, хорошую иммунную защиту. То независимо, даже если есть инфекция, нет инфекции, иммунная система, она имеет важное значение в профилактике всех заболеваний. Очень важно было то, что сказали местные врачи, и это побудило меня связаться с другими экспертами в области здравоохранения из других стран, которые пострадали гораздо больше от пандемии, и попросить их поделиться опытом и дать какие-то рекомендации. Иммунная система дана нам Богом для защиты нашего организма от проникновения патогенов. В мире существует много паразитов, микробов, бактерий и вирусов, и они постоянно атакуют наш организм. Отними у человека иммунитет, он не проживет дольше нескольких дней или недель. Иммунную систему можно сравнить с армией, которая сражается с врагом. В данном случае с инфекциями. Чтобы организм мог с ними бороться, необходимо укреплять иммунитет и соблюдать некоторые правила. Quisiera saber qué puedo hacer para enfrentar la situación del coronavirus y cómo proteger mi salud. ¿Qué consejo puede darme? Иммунная система будет правильно работать, если вы будете правильно питаться, полноценно отдыхать, дышать свежим воздухом и пить достаточное количество воды. И как я могу улучшить ее, чтобы не заразиться коронавирусом? Но нужно вести здоровый образ жизни. Не курить, не злоупотреблять алкоголем, не использовать насвай, заниматься спортом и правильно питаться. Ну, понимаете, иммунная система человека должна быть. Нормы она есть. Но мы сами своим неправильным поведением, неправильный образ жизни, мы свою иммунную систему снижаем. Кроме этого, естественно, если человек какой-то болезнью болеет, это тоже снижает иммунную систему. Первое, что приходит мне в голову, это растительный рацион питания. Он очень полезен и активизирует нашу иммунную систему. Сбалансированное, полноценное питание. Гиппократ был отцом медицины, и он сказал: «Пусть ваша еда будет вашим лекарством». Многие люди на себе ощутили положительный эффект от физических упражнений дома. Люди, которые ведут активный образ жизни, как правило, реже имеют проблемы со здоровьем. Спортменен машқанда әркімнің әрқандай хоббисі бар. Бір спортты айту қиын. Себебі барлығы спорт активтілік тұрмышқа үйретеді. Окружающая среда оказывает очень серьезное влияние на здоровье человека, особенно на легочное здоровье. Поэтому мы должны беречь окружающую среду. Мы должны стараться сохранить природу, не загрязнять ее, и от этого зависит, конечно, здоровье человека. Я бы хотел немного коснуться темы окружающей среды. Из исследований мы знаем, что загрязнение окружающей среды увеличивает риск развития смертельных и хронических заболеваний. Существует много различных аспектов, которые по мере соблюдения здорового образа жизни улучшают иммунную систему, но что чаще всего в нашем современном обществе упускается из виду, так это здоровый сон. Чтобы обладать сильным иммунитетом, всем нам нужно правильно отдыхать. Окружающая среда на иммунитет влияет действительно прямым образом. Стрессовая ситуация влияет отрицательно. Если в окружении только положительная эмоция, это влияет только положительно на иммунитет. Иммунитетті көтеруінің ең негізгі жолы бұл негізден адам
ден соолугу оорубаганга аракет кылыш керек. Убагында жатып, убагында туруп, убагында жакшы тамактарды жеп, эс алуу, андан кийин мондай бир паникага түшүп, адам өзүнүн баягыдай бул жерде негизден мээ аркылуу башкарылат да. Ошонун үчүн бул жерде эң негизинен мындай ден соолууга паникага түшпөй, дүрбөлөңгө түшпөй жүрүү чоң жардам берет. Очень полезно пребывать в хороших отношениях с другими людьми. Если между вами и кем-то еще в вашей семье есть что-то, что вас тревожит, исправьте это. Никакие межличностные конфликты пользы не приносят. Отношения тоже, думаю, влияют прямым образом на иммунитет. Если в окружении есть хорошие, с положительной аурой люди, это только влияет с положительной стороны. Намаз не читаю, пост не держу, веду светский образ жизни, но я верю в Бога. Потому что, когда ты знаешь, что-то тебе оберегает, это тебе как-то чувствуешь себя уверенно чувствуешь, и как бы она помогает в какой-то мере. Всегда вера во что-то, это даже выздоровление помогает. Не зря говорят, вот вера какому-то доктору – это половина выздоровления. Это мудрецы говорили. Поэтому надо, если человек не верит доктору или лекарству, или предполагаемое лечение, у него ничего не получится. Я осознал, что средство защиты все это время было в наших руках. И самым страшным вирусом является неправильное отношение к своему здоровью. Я собрал здесь простые, но ключевые факторы, которые называются принципы здоровья. Сегодня хочу с вами ими поделиться. Это питание, выбор, межличностные отношения, позитивное отношение к жизни, окружающая среда, активный образ жизни, отдых и доверие. Используя эти принципы сегодня, в будущем мы можем противостоять любой болезни, не только этой пандемии. И неважно, откуда вы, каких политических взглядах, каких религиозных взглядах, во что вы верите, для каждого из нас важно чувство безопасности. И важно иметь эту большую и заразительную любовь к своему здоровью. И когда этот карантин закончится, единственное, чего мы будем хотеть, это жить счастливой и полноценной жизнью. Сегодня специалисты и врачи с разных областей здравоохранения собрали для нас вот эти вот принципы, которые являются естественным средством защиты. И с сегодняшнего дня эти принципы будут моим средством защиты. А какое средство защиты есть у вас?